мне ночью начали сниться просто жуткие кошмары, будто бы я стою перед зеркалом, из зеркала вылезает какая-то сущность, забирает меня туда к себе. Вот, слышите? Получается, у этого зеркала ей снились кошмар, что она стояла, и сущности забрала именно из этого зеркала. Любовь просто зашкаливала. Твою мать. Блядь. Прекращай стучать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Так, все, я уже на месте. Здравствуйте, Денис. Здрасте, здрасте. Можно, да? Да, конечно, заходите. Я вас ждала. Спасибо, что быстро приехали. Да, я буквально сразу после работы. А куда мне вот? Да, давайте как курточку повесим. И, наверное, в гостиную пройдем, там удобнее будет. Да, все хорошо. Скажите, Анастасия, вообще с чего это началось? Вот эти вещи происходят в доме. Как это вообще? Как я вам уже говорила, я сдаю свой дом в аренду. Поначалу все было неплохо. Были нормальные, адекватные люди, которые следили за домом и вели себя адекватно. Но вот последний молодой человек, он меня просто привел в какой-то ужас, даже при первой нашей встрече. Так, а что у него вообще такое было? Когда он пришел арендовать дом, мы сначала созвонились, соответственно, по телефону поговорили, у него был такой странный голос. Потом он пришел, был одет во все черное, у него была какая-то черная сумка, но я сначала не придала значению, то есть на ней какая-то атрибутика была нарисована. Мало ли там сейчас такое, ну, и многие ходят с разными сумками. Значит, мы заключили договор аренды, а у меня были его паспортные данные, ну, то есть он оплатил дом, оплатил залог, соответственно, но он начал задавать мне какие-то странные вопросы после своего заезда. Можно ли я буду завешивать зеркала тканью? Я говорю, ну, если вам это надо, конечно, завешивайте, ну, то есть, ну, в общем... Вел себя странно, какие-то вот постоянные вопросы вот эти задавал. Ну, меня, конечно, это испугало. Да, действительно, очень странно звучит. Сколько вообще он прожил в вашем доме? То есть, сколько он не прожил даже месяца, и получается, что он позвонил и даже не дождался меня, он съехал из дома. Значит, я приехала, соответственно, проверить дом. Как только я зашла в дом, я сразу почувствовала такой запах каких-то свечей, благовоний, очень сильный. То есть я открыла окна, ну, то есть начинаю осматривать дом, проверять. Рядом с зеркалом валяется простынь, то есть, получается, соответственно, наверное, он занавешивал простынь. Меня это все повергло, конечно, в шок. Ну, значит, скорее всего, что-то реально натворил, что какие-то ритуалы, может, проводил, что-то такое. Да, я просто совсем далека от этого, и, конечно же, поэтому я обратилась к вам. Анастасия, а что было дальше? Ну, получается, что я начала, ну, как я уже сказала, что я открыла окна проветривать, начала прибираться, потому что уже должны были приехать на просмотр следующие клиенты на следующий день, и, соответственно, ну, проводила уборку. Значит, пошла менять постельное белье, вот, как сейчас помню, услышала какой-то странный скрежет. Сначала испугалась, там, думала, что, может быть, он вернулся, но я всегда за собой входную дверь, соответственно, закрываю. Ну, и вообще такое ощущение было, как будто это не мой дом, то есть некомфортно было находиться, вот эти запахи, я не знаю, то есть какие-то вот, ну, просто вот неприятные ощущения, вот эти скрежеты какие-то, ну... Как будто вот атмосфера какая-то другая, атмосфера, да, в доме стала другая атмосфера. У меня сразу вот я еще вспомнила про то, что вот у него вот эта какая-то была сумка с какими-то там вот, атрибутикой, вот, иероглифами, но я не знаю просто, что это было. Так, Анастасия, а может быть еще какие-то были изменения, что-то?
в целом просто сама атмосфера в доме стала какая-то враждебная, холодная. То есть даже сейчас вот вы ее чувствуете. Ну да, как зашел, такое, что очень гнетущая атмосфера, то есть очень здесь С тяжело. учетом того, что дом очень такой вот, он наполненный, там вот он яркий, красивый, и вот всегда, я некомфортно себя в нем ощущаю. Да, негативная очень энергия, такая аура, можно сказать, чувствую здесь тоже. Да, скорее всего, человек был колдуном, я с такими уже работал, то есть очень похоже на колдуна. Да, вот еще, что получается, на следующий день я приехала, чтобы показать следующим клиентам дом, приехала пораньше, где-то за час, и, получается, прохожу мимо одного зеркала, сначала заметила какой-то силуэт, думаю, блин, ерунда какая-то, наверное, показалась, вот, зашла в ванну в зеркало, во втором зеркале силуэт, как бы, и я вообще, меня просто это повергло в шок. А силуэт прям четко, да, видели? Ну, первый раз как-то как будто бы нет, показалось, а во второй раз, да, уже просто прям был конкретный силуэт, темный. На человека, да, похож был? Да, был похож на человека. И вот, конечно же, я уже мысленно начала гонять вот про этого жильца, что что-то здесь он сотворил. Да, явно что-то провел какие-то ритуалы, потому что через зеркало, как вы знаете, там это же как портал для сущности. Вполне возможно, что действительно сущность в зеркале. А получается, в тот день, что еще происходило? В тот день приехали жильцы, хотя они были очень заинтересованы в доме, потому что дом реально очень хороший, за хорошие деньги, и они дом не сняли. И меня это повергло, то есть я очень была удивлена, потому что они были прям уверены по телефону, что вот, Анастасия, все, мы едем, мы сейчас с ними в дом, и когда сюда зашли, они как будто бы тоже почувствовали какую-то негативную энергетику. Ну, то есть отпугнуло, да, что-то? Да, как будто что-то отпугнуло, то есть... Меня это очень удивило. Мы подумаем, как-то вот все так заторопились, как-то так все быстро ушли, вот, и как бы не сняли дом. Я, конечно же, расстроилась, но тоже значения этому особо не придала. А потом была ситуация, я ехала издалека, мне было, до квартиры уже долго ехать, и я осталась в доме переночевать, так как он свободен. Легла спать. Мне ночью начали сниться просто жуткие кошмары, будто бы я стою перед зеркалом, из зеркала вылезает какая-то сущность, забирает меня туда к себе, я просыпаюсь в мокром поту, просто чуть ли не в истерике, но потом думаю, ладно, это как бы всего лишь сон, то есть как бы это же ничего серьезного, многим снятся разные сны и кошмары. Значит, затем... это было рано, когда у меня приснился этот кошмар. Я легла на кровать, попыталась уснуть дальше, и, соответственно, начали занавески как-то сами собой открываться, хотя окна были закрыты, потому что на улице как бы не май месяц, я знала, что никакого сквозняка точно в доме быть не может, то есть начали открываться занавески, и какие-то просто дикие крики раздались. Так, и, соответственно, после вот этой всей ситуации, все, я уже точно поняла, что в доме явно что-то не так, мне уже пришло полное осознание, я уже обратилась, Денис, к вам. Ну, правильно сделано, Анастасия, что вообще уехали, потому что очень опасно здесь было находиться. Сущность, она могла быть, просто задушить или еще что-то такое, потому что вот эти кошмары, это не просто так снятся, да, вот, как реальные, они были как реальный кошмар, то есть это же было у вас дома, да, перед зеркалом стояли. Вот. Я думаю, что сейчас я расставлю свое оборудование, камеры, возьму свой прибор, и надо вычислить, что это за сущность, вообще понять, что это такое. Да, я надеюсь, что вы поможете и выгоните это из дома. Да, не беспокойтесь, сделаю свою работу, так что надеюсь, что все будет хорошо, но как бы вас, наверное, отпускаю, потому что здесь вам не совсем безопасно. Не совсем уютно. Да, я вам тогда позвоню, будем на связи. Вот. Да, спасибо вам, я надеюсь, что вы поможете. Все, друзья, Анастасия уже уехала. Нужно сейчас осмотреть этот дом, пройтись с электромагнитником и посмотреть, где будет высокие значения.
Как я уже говорил, что атмосфера в доме реально очень такая гнетущая. Несмотря на то, что он такой весь радужный и светлый, находиться здесь не очень как-то благоприятно. То есть не очень хорошо себя чувствуешь здесь. Действительно так. Сейчас мы с вами пройдемся и посмотрим. Так, Анастасия говорила, что вот эти вот занавески, когда она спала, вот получается, они шевелились, то есть в сущности их отодвинула и напугала ее. Так, давайте прямо здесь сейчас померим показания. Да, здесь они действительно высокие. Прямо возле кровати. Так, все понятно. Пойдемте дальше посмотрим. Так, это что? Туалет, наверное. Получается, у этого зеркала ей снились кошмар, что она стояла, и в сущности ее забрала именно из этого зеркала. В этом же зеркале она и первый раз увидела эту сущность. Давайте посмотрим показания у этого зеркала. Охренеть. Это что? Почти 400, друзья. Прибор просто зашкаливал. Твою мать. Только убирает зеркало, смотрите, как сразу падают. Вообще упали, смотрите здесь. Так, здесь нужно будет провести кое-какой ритуал. Если она действительно живет в этом зеркале, я нанесу на него пентаграмму, нарисую защитную пентаграмму и буду его изгонять из зеркала. Но для начала мне нужно понять, что за сущность, чтобы действовать правильно, потому что, насколько я понимаю, это именно астральная сущность, которую вызвал этот колдун. Так, это входная дверь. И здесь тоже зеркало. Давайте посмотрим у него значение. Она прям по зеркалам, наверное, находится, смотрите. У каждого зеркала очень завышенное значение. Действительно, что-то с зеркалами
явно что-то делали, что-то нехорошее. Это прям очень ощущается. Так, тут лестница на 2-й этаж. Пойдемте, наверное, сразу поднимемся. Пиво. Еще пиво. Так, ладно. Всякие какие-то плакаты тут. Ладно, пошлите дальше. Это что сейчас было? Кто здесь? Есть кто? Очень странно, друзья. Точно слышал, что скрипнула половица на 1-м этаже. Сейчас еще пока не стемнело. Еще только 6:30 вечера. Давайте посмотрим в этой комнате. Ну, здесь более-менее нормально все. Каких-то... Что за херня? Все-таки здесь тоже есть значение. По сути, во всем доме красная зона, очень высокие значения. Вот, собственно, подтверждение слова, да, Анастасия? Дом, он как бы весь светлый, то есть комнаты светлые. Все как бы располагает, да. Но атмосфера реально здесь стала очень-очень такая негативная. Вот я сейчас хожу, он тоже очень ощущается. Так, это что за Гарри Поттер? Реально, комната Гарри Поттера. Ну, здесь не прям большие значения. Шляпа. Шляпу поднял, сразу запищала. Не, ну как, тоже здесь есть. В принципе, не такие уж и маленькие, я скажу. Но не такие сильные, как в той комнате, да? Хотя вот здесь достаточно высокие. Так. Так, а здесь что? Здесь тоже туалет.
Так, и здесь тоже какающий Вейдер. А еще Бэтмен тоже какает. Весело, весело. Так, и здесь тоже есть маленькое зеркало. Давайте уже ради интереса посмотрим, есть ли значение на маленьком зеркале. Тоже есть. Вообще у каждого зеркала прибор пищит. Убираю, сразу перестает пищать. Очень странно. Так, хорошо. В общем, друзья, прошелся по дому. Значения везде достаточно высокие. В особенности у зеркал в туалете. Вообще у всех зеркал, которые есть в этом доме, очень высокие показания. Видно, что проводили какие-то ритуалы, какие-то непонятные вещи с ними делали. Сейчас уже потихонечку начинает темнеть. Я буду расставлять камеры и готовиться к ЭГФ. Блять. Друзья, сейчас я расставляю камеры. Одну поставлю здесь, в туалете. Она как раз сейчас находится над зеркалом. Снимает вот эту часть. Еще одну камеру я сейчас воткну, чтобы она снимала зеркало. Пошли дальше. Друзья, я здесь уже нахожусь почти час. И вот реально становится все хуже и хуже. Сейчас уже начали стуки появляться. Причем стучит именно в стенах. Стук издается из стен. Вот слышите? Кто здесь? Кто здесь? Черт. На время уже 7 часов, уже 8 час. На вопрос, естественно, не отвечает. Но я думаю, что нужно уже ставить ЕГФ и пробовать с ним выходить на контакт. В принципе, он уже достаточно активно себя ведет. Смотрите, он прям на глазах двигается уже. Что это было? Блять. Черт. Ладно, друзья, мне нужно уже выходить с ним по ЭГФу и задать свои вопросы. Так, все, друзья, сейчас мы начнем сеанс ЭГФ. Поехали. Сущность, которая живет в этом доме. Выйди на связь.
слышишь меня? Дай какой-нибудь знак. Так, сейчас тут был опять. Это ты там стучишь? Зачем ты это делаешь? Я выгоню тебя из моего дома. Это не твой дом. Он сказал мне, это теперь мой дом. Что означают твои стуки? Тебе что-то не нравится? Я буду стучать, а скоро эти стуки будут в твоей голове. В каком смысле? Давай вместе стучать. Прекращай стучать. Давай играть. Ты хочешь поиграть? Кто ты вообще? Кто ты? Что ты за сущность? Нет, нет, нельзя говорить. Почему? Почему нельзя? Нельзя. Нельзя. Он не даст. Ты сейчас находишься в зеркале? Ты слышишь меня? Я сейчас здесь. Я заберу тебя в зеркало. И ты останешься там навсегда. Не надо мне угрожать. Я все равно выясню, кто ты, и изгоню тебя. Повсюду. Мать. Друзья, она начала стучать уже по всем стенам этого дома. Под конец она очень сильно разозлилась. Мне это напоминает одну сущность. В принципе, уже можно строить какие-то предположения. Это очень похоже на барабашку. Потому что именно барабашка так часто делает вот эти стуки. Ладно, сейчас я кое-что сделаю. Нужно нарисовать пентаграмму на зеркале и закрыть ему вход сюда, в этот дом. Так, все, друзья. Начертил эту защитную пентаграмму. Смотрите, как сильно здесь горит свеча.
очень сильно реагирует. Остается только надеяться, что я успел закрыть этот портал, прежде чем сущность переместилась в этот дом. Свеча уже очень сильно поднялась. Так, все, теперь я ее закрываю. Свечка освещенная. Твою мать. Что за херня? Что это было? Твою мать, вы посмотрите на свечку. Какого хера? Я только что видел отражение. Сущность в зеркале. Что это было? Твою мать. Кто здесь? Черт. Он здесь, друзья. Пыталась задушить мою свечку. Черный дым очень сильно пошел. Твою мать. Очень сильно начало дымить. Так, друзья, сейчас я поставлю здесь тоже камеры на втором этаже. Тут раз, два, три. 3 комнаты получается. Так. Давайте нас сначала в эту комнату, где Гарри Поттер тут висит. Сюда поставим камеры. Так. И останется только в той комнате, где спала Анастасия, получается. Твою мать. Твою мать. Она выключила свет. Кто здесь? Черт. Что за... Свечки к потолку поднялись. Блядь. Черт возьми. Блядь.
включается. Кто здесь? Что за херня? Они реально там висят в воздухе. Друзья, сами видели, оно не дает мне находиться на втором этаже, выключает мне там свет, начинает всячески пугать, двигает предметы и так далее. Сейчас уже 9 час пошел. Вот я думаю, нужно как минимум осветить эту квартиру, да, точнее дом. Вот мне интересно, что это за этой дверью? Я туда не заходил. Что там может находиться? А, это предбанник, что ли? Блин, а свет здесь где включается? Так, ладно. В общем, здесь баня прям в доме оказывается. Так. Давайте сейчас я сделаю освещение этого дома. Это обязательно нужно. Так, все места я уже осветил. Осталось только это зеркало с пентаграммой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так, все.